Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Ее крик души. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, в каких энергиях вы сейчас находитесь. Вот тяжело вам сейчас, знаете, вот хочется сказать, что как будто вы на себе тяжести тянете, и, может быть, даже всю жизнь вы тянете, не только сейчас. Это и дети, и работа, и финансы. Причем за свою жизнь я бы сказала, что вы повидали очень много каких-то вот и унижений. Это могут быть унижения и от женщины, и от начальства, да, то есть от разных людей, которые ну, может быть, даже, знаете, вот не ценили вашу работу. Вы что-то делали, вы старались, но это не ценилось. Причем может проигрываться так же, что вот вы тянете на себе, даже вот, допустим, если вы сейчас не живете вместе с женщиной своей, то вы стараетесь и сейчас детям помогать, да, вот, может быть, помимо алиментов еще что-то покупаете, платите, да. Ну, то есть такое вот у вас, я бы сказала, эмоциональное выгорание на данный момент. Очень какой-то непростой, именно морально, вот душевно у вас такой период. Так, вы знаете, вот вы любитель еще такой вот комфортной жизни. Я не говорю, что вы любите там богатство какое-то, да, но вот именно для вас важна чистота и уют в доме. Вы даже вот если, допустим, сейчас сами кто живет, если там рядом нет, допустим, женщины, вы как-то вот, хоть и мужчина, казалось бы, да, но вы стараетесь поддерживать чистоту и уют в доме. Причем, если у вас есть, допустим, частный дом, либо дача, то вы даже, может быть, работаете и в саду, в огороде. Ну, то есть вы не боитесь работы, вы даже, может быть, любите те же цветы, растения, да. Вот почему-то вот принято считать, что мужчина очень часто там мусорит в доме, да, вот как-то многие женщины так считают, что вот все вот это неряшество, это от мужчин идет. Хотя я могу, конечно же, с этим поспорить. Я думаю, вы меня поддержите, что многие женщины бывают намного неряшливее, чем мужчины. Напишите в комментариях, случались ли в вашей жизни, ну, встречались, попадались, может быть, общались с женщинами не очень чистоплотными, неряшливыми, да. Я знаю много таких случаев, не хочу углубляться в подробности, когда мужчины, ну, вплоть до таких вот мельчайших подробностей иногда рассказывают, и во время того же интима, и все вот эти моменты, когда вот это нечистоплотство вылезает, но это трэш, конечно. Вы такой еще человек, знаете, который, ну, я бы сказала, что вы не боитесь вот идти один против всех. Вот у вас есть некоторая упертость, настойчивость такая в характере. Вот если вы считаете, что вы правы, вы будете до последнего доказывать свою правоту. Если кто-то другой, может быть, знаете, в кусты спрячется, либо же вот как в толпе, да, вот как все, так и я, то нет, вы будете вот доказывать свою точку зрения, вы будете до последнего вот бороться за свою правоту. Такой вот вы правдолюб. Так, а что же у вас в личной жизни? Давайте-ка посмотрим, что у вас сейчас вообще происходит, либо нет. Я не вижу у вас в личной жизни сейчас особых таких каких-то эмоций. Я бы сказала, что у вас ее нет. Как бы печально это ни звучало, но тем не менее я не вижу любимой женщины возле вас рядом. Да, есть у некоторых из вас может проигрываться женщины, которые искушают вас, флиртуют, может быть, ну, хотят вас затащить в постель, да, будем называть вещи своими именами. Но чтобы вот женщина для души, для сердца, тем более для семьи, я не вижу абсолютно. Плюс у вас может проигрываться еще такая ситуация, что, знаете, вот помимо вот этого вот сложного периода, какого-то вот упадка сил, как я говорила в начале расклада,
М, э, Помимо этого, у вас могут быть еще обострения некоторых заболеваний, вот именно на физическом уровне. Вот ударила вот эта вот ситуация, которая у вас сложная, да, физически, морально, может быть, материально даже. Вот этот вот непростой период, который у вас в жизни происходит, он ударил и по вашему здоровью. Это и давление, и сердечно-сосудистая система, и плохой сон, плохой аппетит. Ну, то есть, хотя я вам скажу, что люди вас не оставляли в беде. У вас есть люди, которые могут вас поддержать в трудную минуту, которые могут и помочь вам, да, и советом, и материально, и морально, ну как угодно. У вас есть это либо же друзья-приятели, да, может быть, с коллегами, с кем-то вы тесно общаетесь, либо же родственники. Ну, то есть люди, которые не дадут вам упасть, так сказать. Итак, давайте-ка теперь посмотрим, какая же женщина пришла к нам сегодня на расклад. У какой же женщины душа кричит. И сразу же, вот у нас сразу, да, вот выпадает карта манипулятора. К нам сегодня пришла на расклад женщина, которая очень большая манипуляторша. Да, она, в принципе, очень талантливая дама, ну чего греха таить. Она может быть и умная, и начитанная, она может владеть несколькими какими-то ремеслами, там, ну, я имею в виду некоторые направления, может быть даже несколько специальностей, может быть даже несколько, допустим, образований. Знаете, как вот бывает и два, и три высших образования. Ну, то есть она очень такая. В этом плане она очень развитая дама. Язык у нее подвешен, она хороший оратор, она умеет и любит разговаривать, даже может быть чрезвычайно болтливая проигрываться. Но в то же время она умеет пользоваться вот своим умом. Умом, хитростью она пользуется по жизни, она очень легко манипулирует людьми, причем манипулирует именно людьми, которые любят ее. Потому что тех, кого она любит, она не будет манипулировать. Вот кого она по-настоящему любит. Но, как правило, она людей использует. Вот именно в каких-то вот своих целях. Дама, которая очень любит, когда ней восхищаются, когда вот ее кружат и исполняют все ее хотелки. Она такая, знаете, очень активная дамочка, и она очень любит красивую, комфортную жизнь. Вот без комфорта она как-то не представляет вообще свою жизнь. Причем я могу вам сказать, что вот у нее был такой период в жизни, может быть, безденежье, да, какой-то, ну, такой, я не скажу прям нищеты, да, это может и с детства идти, это может быть какой-то просто период в жизни, что, ну, не очень хороший у нее достаток был, после того вот ее как будто бы переклинило просто. Вот она четко нацелена на деньги, на подарки, на красивую, комфортную жизнь. Вот она безумно любит этот комфорт. Причем, знаете, вот она манипулирует всегда так очень тонко, очень умело людьми, что вы даже, может быть, не заметите этого. Особенно вот если мужчины, которые в нее там влюблялись и ослеплены просто своим чувством были. Она настолько вот виртуозно это делает, настолько она управляет людьми. Так, давайте-ка посмотрим, почему же у нее кричит душа, что же такое? А потому что у этой дамочки что-то пошло не так в жизни, да, у нее разрушение идет. Причем разрушение очень серьезное в жизни, у нее кардинальные перемены. Какое разрушение? Разрушение, посмотрите. Она осталась вообще без мужчин. У нее проблемы в личной жизни, и отсюда у нее вытекает, что у нее проблемы автоматически появились и в финансах. Проблемы, которые, соответственно, тянут за собой вот эту вот нехватку средств, да, которые вот давал. У нее был мужчина довольно статусный, такой денежный. Но сейчас все, они горшки побили, я не вижу их вместе. И она потеряла вот красивую жизнь, достаток, деньги, подарки, которые он дарил.
И теперь у нее начинается вот как ломка, да, что делать, где взять деньги. Да, у нее есть подружки там, либо же родственники, возможно, сестры. У нее есть люди, которые могут ее поддержать. Причем, знаете, вот в ее окружении есть такие люди, которые могут ей дать такие не очень хорошие советы. Одним из советов еще может быть, что вот эти вот самые подружки советуют ей, как бы вот найди себе обеспеченного мужчину, нового мужчину, да, либо же, ну, я имею в виду, что найди мужчину и забеременей от него. То есть они такие вот вредные советы ей дают, да, вот они думают, что если вот женщина забеременеет, то она сможет удержать любого мужчину. Но это глубочайшее заблуждение всех же, ну не всех, но многих женщин, да. Вы, кстати, можете написать в комментариях, права я или нет. Ну не удержишь ребенком мужчину. И это факт. Да, есть ответственные мужчины, которые, да, они могут разойтись с женщиной, они будут помогать детям. Но это не значит, что они будут жить их мамой. А некоторые, причем многие, я бы даже сказала, женщины почему-то вот считают, что вот, если она там еще одного, второго, третьего ребенка родит, все, она привяжет мужчину. Нет, это глубокое заблуждение. Мужчина остается жить с той женщиной, которую любит, которая важна для него. Напишите, я права или нет. И смотрите, у нее сейчас такая вот своего рода ломка, да, вот именно потеря красивой жизни. Вот у нее крик души: мужчины нет, денег нет, да, красивой жизни, комфорта, тех подарков, все то, что она имела, у нее, соответственно, нет. А поскольку она привыкла, что, ну, толпа, грубо говоря, да, вот окружение должны ней восхищаться. А как же будут восхищаться, если она не может себе позволить и обновки купить, и куда-то сходить, еще что-то, да? То есть, ну, выпендрёж вот этот. Ей присущ некоторый выпендрёж перед людьми. Что же она будет делать с этим, либо же нет? Она, знаете, она все-таки надеется. Вот она призадумалась, чтобы, может быть, реально найти мужчину и родить ребенка. Вот все-таки вот эти вот вредные советы ее подружек, там, либо же родственников, они зря не проходят. Она задумывается над этим. Опять же, смотрите, она вот какой-то период отстрадает, да, вот у нее такое сродни депрессивному настроению. И она может объявиться. Давайте посмотрим, кому же она объявится и зачем. Так. А вы знаете, она может к вам объявиться. Она может объявиться, но под каким-то предлогом, вот именно поплакаться. Бедная несчастная, денег нет, ничего нет. Но опять же, она просчиталась, потому что она даже как-то не думает, что вы можете ее прогнать. А вы реально, вот если она появится в вашей жизни снова, да, даже вот если это какой-то, ну, казалось бы, безобидный звонок, либо же СМС, но вот вы в штыки ее примете. Она вас достала до такой степени своими вот этими унижениями, скандалами, всем тем, что было, то, скорее всего, вы ее восвояси отправите, да. Вот она будет прибедняться, какая она бедная несчастная. Причем вот она появится, чтобы вот с таким, знаете, предложением кардинально поменять вашу жизнь. Ну, то есть сойтись, допустим, если вы разошлись уже. Она будет как бы предлагать, намекать. Она будет плакаться, какая она бедная несчастная, да, потому что она знает, что вы впахиваете, что вы хорошо зарабатываете деньги. Она решила вот первым шагом это попробовать с вами воссоединиться. Давайте, получится это у нее или нет. Она очень надеется, что вот... Но это будет своего рода хитрость такая, женская манипуляция, как я говорила вот в начале, она великая манипуляторша. Она думает вот через жалость, да, вот через какие-то вот остатки вашей любви проманипулировать, да, и как бы давай попробуем вернуть нашу любовь, давай попробуем, да, вот я такая вся бедная несчастная,
я все поняла, я все осознала, да, вот опять же, она даже может вам предложить, вот давай родим еще там ребенка, может быть, да, вот. Ну, то есть это будет настолько неискренне, это будет хитрость и обман. Вот именно манипуляции через семью, через любовь, через детей, да, вот она знает, как вы к ней относились. Она ведь прекрасно это знает. Любая женщина видит и чувствует, как мужчина к ней относится на самом деле. И она предложит вам, давай будем вместе снова. Вот я не могу без тебя, мне плохо без тебя, и денежек нету, и плохо себя чувствую, да. Но опять же, она не понимает, что это, ну без толку, ничего из этого не получится, да. О каких детях может идти речь? Каких детей рожать, да, когда уже все, допустим, люди горшки побили, разошлись, когда сделали больно друг другу. Ну, о чем речь? Итак, все-таки, вот она, посмотрите, она на любовь будет пытаться продавливать вас. Вот пытаться будет. У нее не получится ничего, нет, не получится. Она думает, что вы все-таки, как бы там ни было, но вы все еще ее любите. Вот есть у нее такая мысль. Она, конечно, будет сомневаться, получится, не получится, но она все-таки хочет и попытается объявиться. Но у нее ничего не получится, потому что ну, женщина это абсолютно уже как бы достала вас вот морально, да, вот вы как будто хотите вот забыть ее. Да, с одной стороны вам больно, вам обидно, пустота в душе, но чтобы вернуть, тем более ту любовь, которая была, уже не вернется, как ни крути. Да, вот она будет мир предлагать, она будет, что только она не будет предлагать. Так что смотрите, ребята, будьте осторожны. В каждом вашем случае, конечно же, это будет абсолютно другая ситуация, да, потому что это общий расклад, мы не можем всех под одну гребенку грести. Но то, что будут некие такие поползновения, давление на жалость, давление вот на какую-то вашу любовь, либо остатки вашей любви, да, вот она почему-то не задумывается, что вы ее отошьете, хотя вы ее, по факту, вы ее отошьете. Либо же не захотите разговаривать, может быть, трубку бросите, да, вообще дверь захлопните. Ну, то есть это женщина, которая попытается в первую очередь с вами вот свое материальное какое-то финансовое положение поправить. У нее это не получится. Давайте-ка посмотрим, получится ли у нее дальше с другими мужчинами. Вот видите, она будет все равно, она будет продавливать, она будет искать все равно не вы, так другой. Причем это будет расчет вот именно на семью, на детей и, посмотрите, и на красивую жизнь. Она должна быть победительницей. Вот она по жизни, она любит комфорт, она любит быть первой лидером, победительницей. Она будет все делать для того, чтобы все-таки охомутать какого-то мужчину, причем обеспеченного, и все-таки начать снова жить той жизнью, которой она привыкла. Жизнью с деньгами, жизнью обеспеченной, жизнью, которая позволяет вот ей, знаете, вот быть ну, на высоте, что ли, чтобы все и дальше не восхищались, восхвалялись. Потому что эта женщина, ну, не может жить серой мышкой. Вот она привыкла, что вот я лидер, я лучше всех, я красотка и так далее. Она не может по-другому, у нее реально, у нее депрессия просто от этого начинается, у нее паника просто, это крик души вот этой вот женщины вашей. Поэтому она будет все, что угодно делать, только бы вернуть то, что было у нее. Но опять же, она будет возвращать не любовь, да, ну, которую она вам преподнесет, да, вот она преподнесет через обман вам предложение воссоединиться, предложение, причем через хитрость, это издалека она зайдет, она же не придет в лоб, вам не скажет, что вот давай будем вместе снова, я там виновата и так далее. Нет, это будет издалека, из чего-то вообще нейтрального, может начать с того, что приди мне там что-то отремонтируй. Либо же она там больная, несчастная, денег нет, одолжи деньги, допустим, на таблетки или еще на что-то. А потом уже она начнет по-хитрому сближаться. Это, естественно, не по щелчку. Там целый план у нее разработан среди вот этих вот всех ее хотелок, манипуляций.
Поэтому будьте бдительны, будьте внимательны, всегда перепроверяйте, если даже какую-то информацию от нее, про нее вы получаете, но это если реально уже человеку плохо, да, тогда да, вы можете помочь. Ну а уже сходиться или нет с человеком, который вас чисто хочет использовать, это уже вы решаете сами. Я думаю, вы не захотите этого делать, потому что ну, любой уважающий себя мужчина но никогда не позволит вытирать о себя ноги и тем более второй раз сходиться с человеком, который вас использовал. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и всем пока!